сегодня жарко, ужас до невозможности, так как мне накидали очень много негативных комментариев по поводу того, что я такая деревня и не знаю, что такое палочки Осмия. Ну извините, я не фермер, поэтому, возможно, да, я и ошиблась, я не отрицаю. Просто я то, что знала, какую информацию о винограде, что японцы окуривают этот виноград, я об этом и рассказала. Вот эти злосчастные палочки Осмия, из-за которых я там кренделей мне отвесили. Как только не писали, как только не поносили. Я понимаю, если комментарии адекватные, люди не позволяют себе такого хамства, чтобы переходить на личности. Некоторые такое мне написали, постесняешься такие комментарии выкладывать. И я не буду вот такую вот грязь и неадекват у себя размещать под видео. Мне не нравится такое. Если писать, общаться, так нормально общаться. Даже если человек неправильно что-то сказал, нужно иметь в себе культуру общения, чтобы объяснить, что это не так, а не писать всякие гадости и переходить на личности. Мы приехали на ту же ферму, и здесь правила абсолютно поменялись. Сегодня нам выдали вот такие мешочки, сумки запрещено с собой вносить на ферму, чтобы каждый случайно не положил к себе в сумку лишнего. Поэтому все с пакетиками. В этом году себе нарвать виноград нельзя почему-то. Видимо, его в этом году мало. А с собой можно нарвать только яблоки и сливы. Виноградное вот это вот удовольствие все стоит отдельно, если его брать, стоит 1500. А общее вместе с яблоками и со сливами косу маршрут та же цена, поэтому мы взяли за 1500 вот этот общий косу маршрут и пойдем удовлетворять свои вкусовые рецепторы. Нам с собой выдали стаканчики и ножницы, и ножики для обрезания с дерева яблочек. На ресепшене нам сказали, что вот эти правила ввели именно с прошлого года. Поэтому в этот раз мы только попробуем виноград. Ну и я расскажу, какие сорта и какие виды винограда бывают, наверное. Будем пробовать и знакомиться с японскими сортами винограда. Значит, вот эти все виды, это вот Куро и Рону Буду, это то есть все то есть все вот эти вот черного вида виноград, вот этот Брак Биту, Ориентар Ста, Сигёку и Счубен. Вот здесь вот Мидори Иро. Мидори это значит зеленого цвета винограда, это Шайн Маскато, вот этот мускатный виноград, и Куин Нина. А здесь, значит, все виды красного винограда, саниру, короче, какой-то, и носрету. Ой-ой-ой. Стаканчик для того, чтобы выплевывать шкурку, и ножницы для того, чтобы срезать виноградинку какую, или там кисточку, ту, которая съешь. Там все выбрасывают, для мусорки стоят. Мы зашли, вот здесь вот сначала идет виды темного винограда, то есть вот Брак Бито написано, бит на английский язык переводится как свекла. Вот виноград черная свекла. Конечно же, он вкусный. В этом году лето было ужасное. Виноград у них вот только для того, чтобы покормить туристов и на продажу. Ну и, естественно, на вино, на переработку. Мне кажется, то, что они с собой не дают вот этот виноград, потому что его мало. Да, плохо, конечно, что нельзя с собой нарвать. Брак Биту. Ну вот кисточка винограда, вот такой. Кожица толстая довольно-таки и с косточками.
Все аккуратно расстелено дорожечками, чтобы люди не топтались по грязи. Все прекрасно. А с моим, значит, немаленьким ростом мне приходится идти в 3 погибели. То есть, если я стою в полный рост, мне не хватает места. Очень вкусно. О, какая жара, господи, это просто какой-то ужас. В той стороне, естественно, идет пока мелкий виноград. Вот как только заходишь, у них мелкий виноград. Здесь виноград уже идет покрупнее. Вот это тоже весь вот этот барак бит. Вот он. Вот это вот недозревший виноград. Ну если хочешь, то кушай. И вот здесь подписан вот брак Битто, да, и вот здесь вот подписан брак Битто. Это все вот этот брак Битто идет. И вот зеленый даже виноград попробуем. То есть он еще недозрелый. Вот эти вот. Вот это вот уже характерно фиолетовый такой. Вот. Зеленый, в принципе, он сладкий тоже, но с кислинкой. А фиолетовый, он очень сладкий, вкусно. В этой зоне уже брак Битто, черная свекла, это заканчивается, и начинается зеленый виноград. Это Шайн Москату. Вот он, Шайн Москату. Мускатный виноград. Он идет без косточек и с очень тоненькой шкуркой. Вкус сладко-кисленький такой, он не сильно сладкий и отдает мускатом. У него ягодки такие упругие, прям вот он, вот его кушаешь, и прям аж хруст такой, как огурец кусаешь. Прям трескается во рту, очень вкусный. Шайн Москату в Японии считается самым дорогим виноградом. И вот такая кисточка с меленьким виноградиком, вот такая вот, будет стоить 1000 с чем-то йен. И фермы некоторые, такие вот мелкие кисточки Шайн Москату продают обычно яоя. Это то есть мелким каким-то рыночком. А крупные, они поступают, естественно, в супермаркет, и там уже соответствующая цена. То есть это вот такая кисточка, она уже за 2000 будет переваливать. Так, все, вот этот Шайн Москату у нас вот этот угол закончился. И здесь начался Ноусаредо, вот он написан Ноусаредо, то есть северный вот этот красный виноград. Он идет круглый. И вот такие ягодки. Кожица у этого винограда толстенькая такая. Вот она. То есть не сильно сладкий. Даже у него какой-то такой вкус, я не пойму. Чем-то он такой, каким-то даже мускатиком таким отдает. Да, отдает каким-то мускатиком таким. Такой тоненький. Вот он, этот виноград. Вкусный виноград. Вкусный, но я бы его домой с собой не взяла. Додеска. Ями. Виноградный сезон, он только-только начался, поэтому, соответственно, виноград еще не дозрелый. Вот здесь вот этот Ноусаредо заканчивается, и начинается вот такой вот вид винограда. Вот он, небольшие такие продолговатые ягодки, и называется он Oriental Star. Oriental Star. Восточная звезда. Так, вот это вот у нас Oriental Star, вот эта восточная звезда в недозрелом виде. Вот он только набирает свой цвет. Он похож вот как на пальчиковый виноград. На вкус он идет кисло-сладкий. Кисло-сладкий идет, ну вкусный. Так, идем дальше, ладно. Вот это что? Это Шайн Москату. Вот он, подписанный.
Чай маскату ни с чем не спутаешь. Очень вкусный. Божественно. Вот я сейчас на свет покажу. Вот он. Вот черная свекла. Настоящий его цвет. Темно-фиолетово-синий. Вот это вот спелый виноград. Очень много китайцев, как всегда. Опять от Зубарева сбежали сюда на Хоккайдо. Относится к темному сорту винограда. Тоже ягодки у него круглые. Я не знаю, какой он должен быть по цвету, но я так думаю, что он, конечно, должен быть потемнее, что это тоже недозревший вид винограда. Ну вот я сейчас откушу. То есть вот он идет, он аж капает соком виноградным. Водянисто-сладкий виноград, без косточек. Как будто виноградный сок попил. Я так думаю, что, возможно, он недозрелый. Но даже недозрелый, он очень вкусный. Это что у нас? Это счубэн. Дитяти мое устало в наклонку ходить. Пошла он там оказывается, есть стульчики. Это небольшой такой округлый виноград. Штойбен. Как бы я его в прошлом году, не помню, пробовала, в позапрошлом. Ну да, вот он тоже такой водянистый. И он терпкий. Но я бы такой вот тоже себе домой не срезала бы ни одной кисточки, потому что у меня такой никто не ест. Этот штойбен или счубэн мне не понравился. А вот чисто для сока, для какого-то, допустим, для какого-то сорта вина, возможно, вот этот штойбен очень даже и неплохой виноград, но не для ежедневного потребления. Хотя вот он очень такой красивый. Чайн маскату. Я бы вот здесь вот постелила раскладушку, если бы мне это разрешили, конечно. И на неделю бы где-то здесь вот такой виноградный трип сделала бы себе, чтобы встал, поел, и на целую неделю. Вот японцы, наверное, с ума сошли от такой картины. Это божественно. Господи, вот это божественно. Вот это очень божественно. Это не передать словами даже, ее не опишешь. Это даже и по телефону не передать, да, на камеру не передает. Я буду, если я не съем отсюда. Я в раю. А что это у нас тут за виноградик? Саньерджу. Саньерджу зелено-розового цвета. Но он относится к зеленому виду, потому что он с чайн маскатто вот этим растет. Вкусный. Он прям такой мягкий-мягкий. Прям как желешка. Виноградное желе в этом шкурке. Так, у меня, как всегда, трабл произошел. Села батарейка в ненужный такой момент самый. И еще я адаптер забыла. Саньерджу, значит, как он переводится? Google помог перевести. Это солнечные румяна. Вот они, солнечные вам румяна, пожалуйста.
Солнечнее некуда. Фу, я уже не хочу никаких солнечных румян. Я объелась. Вот, ну, а чайн маскату я еще поем. Мне нужна не раскладушка, мне нужно сюда диван. На диване бы. Раз и на неделю. Я бы вот эту взяла. Так, пойдем. Надо деда спросить. Надо напрячь. Монку сказать, Монку. То есть претензию выдвинуть. А почему-то у вас нельзя в этом году с собой брать? Это просто неприлично вкусно. Неприлично вкусно. Непередаваемо. Сいません。はい。今年どうしてお持ち帰りダメになったんですか？あ、今年うん。あ、ぶどうかいうん。ぶどうね、シャインマスカット、いつまでだったっけ持って帰り、この間までやってたんだけどね。シャインいやマスカット。去年からってなんか受付で去年からもうダメになったって。去年からだね。そうそうそう。これ、持ち帰りになったらね、一房全部取ってしまったら全部なくなっちゃあ、全部なくなっちゃう。だからね、お美味しそう食べる分だけということで。う。あ、なるほど。赤ちゃんの分まで持っていくの一人一人ね。それでダメっていうことになっちゃったの。去年かА, わかりました。ら。ごめんなさい。すいません. Прям какая красота. Так, ладно. Вот сюда. А шкурки, стаканчики. Фу. 今年リンゴ収穫終わったら伐採してあーこれを向こうまで作る。このぶどう。あ、向こうまで増やす。そうですか。それで向こうの木を切っちゃって、でまたブドウを作って、そしてハウスをかけて、はい。してここも一会場ですよ。来年、はい。を作っちゃう。これが去年植えた木。あーここで5年ぐらい。все, 5 年. А, вот здесь он говорит 5 лет, 5 Вот здесь вот. Вот это вот 5 лет, вот эти все хаусы. А вот здесь вот новая строится и будет виноград. 去年そちらリンゴになったんですよね。こうリンゴあったの。それを倒してこれ植えたのね。なるほど。でまた今年もこう向こうを潰してまたこれ作って植えちゃう。お、すごい。じゃあ必ず来ます。おい。はい、ごちそうさまでした。Новая будет вот это все строиться. Класс, класс, класс. Так, все. Ну, тогда уже наверняка можно будет приезжать и срезать. Там такие молодые побеги будут. Мне кажется, виноград будет мелкий. Хотя японцы там, господи, они через год из гамна конфетку сделают, как говорится. Так, ну, яблочки пойдем смотреть. Яблочки, конечно, что? Хоккайдские. Ой, на яблочки у меня уже сил, если честно говоря, нет. Я так объелась, что уже на яблочки мне неохота смотреть вообще. Вот какой сорт. Вон они тоже уже все осыпаются, вон они. Что они, видимо, оттуда вырубили вот этот вот. И яблоки напротив у них были подписаны. А эти что-то ни на одном дереве не подписано, какой сорт. Цугару мне вот нравится вот этот сорт. Это Цугару. Да, вот сорт Цугару. Ой, какое хорошее яблоко. Что ж делать? Он прям такое яблочко. Не буду, не хочу. Вот не съем его. Такой же винилхаус. Вот он здоровый какой. Ну и вот Ниагара. Он, по-моему, зеленый. Ну-ка. Да, вот он, зеленый. Ниагара. Так, вот здесь тоже у нас что? Носредо, Ниагара, Кянберс, Сани Руджа, Ориентар Став, Брагапиту и Шайн Маскату.
Но все то же самое, плюс еще вот это Ниагара есть. Там тоже вот все аккуратненько так стоит. Они вон даже это собирают виноград. В коробочке собирают виноград. Магазин мороженого на территории. Сакурамбу. Даже какие-то выпечка у них своя есть. Но если я сейчас еще и сливу съем, у меня произойдет взрыв осмия. Я правильно уже говорю, вот они. Лесенки везде, как всегда. И что-то там написано. Чуи. Какая-то штучка для пчел. Или от пчел. Не от пчел, а от ос, наверное. Вот. Сливовый рай начался. Ладно, я поем. Ой, как бы до дома. Но они зеленые, вот твердые, прям твердые. Надо искать дерево, где вкусные. Вот они, сливы. Да, зеленые. Немытых с дерева. После винограда. Здорово. Но я чувствую, что все, взрыв будет прям. Здесь прям потресканные сливы уже. Вкусненько. Не, я не буду рисковать. Как бы я, конечно, не хотела нажраться еще и слив, чернослива. Это чернослив просто разных видов. Но если сейчас я еще наемся после винограда чернослива, я просто не доеду до дома. Это просто взрывоопасно. Это взрывоопасно. Говорю я. И стою и ем сливы. Все, домой. Поели, помыли руки. Ой, помыли руки. И в туалет.